Здравствуйте, коллеги! Я Кравченко Татьяна Николаевна, преподаватель биологии Кустанайского высшего педагогического колледжа. Тема моего мастер-класса «Скаффолд действий. Как превратить знания в компетенции будущего педагога». Сегодня я покажу, как с помощью инструмента Scaffold можно эффективно связать фундаментальные знания с профессиональными компетенциями обучающихся, что является одним из требований современного образования. В системе ТИПО это особенно важно, так как выпускники должны применять полученные знания на практике. Биология, как общеобразовательная дисциплина, играет ключевую роль в подготовке будущих педагогов, формируя системное мышление, умение анализировать и объяснять естественные процессы. Знания по биологии помогут будущим педагогам понимать принципы функционирования живых организмов, а также развивать у детей интерес к окружающему миру, к здоровому образу жизни и воспитывать экологическую культуру. В качестве примера мы возьмем тему по биологии виды механорецепторов. Первый наш шаг – определим фундаментальные знания, ключевые понятия, которые представлены на слайде. Цель обучения мы берем из рабочей программы описывать реакцию механорецепторов на раздражители. Используя данный инструмент карточки задания, а именно карточку «Целевая аудитория», потребности обучающихся и связь с реальной жизнью, мы должны четко понимать цель нашего урока. Будущие педагоги должны понимать работу механорецепторов, уметь описывать их реакцию на раздражители и объяснять детям, как человек воспринимает прикосновение. Также важно осознавать, как на работу рецепторов влияет состояние кожи и факторы внешней среды. Ведь это касается не только профессиональной деятельности, но и личного здоровья студентов, от понимания сигналов собственного тела до заботы о здоровье и комфорте. Данный инструмент позволяет интегрировать 4 рамки ключевых компетенций. Для этого мы берем соответствующую группу карт и выбираем те, которые наиболее удачно интегрируются с нашей темой. На картах есть подсказки, которыми педагог может воспользоваться, либо может предложить свои идеи. Разрешите предложить те задания, которые я интегрировала с помощью данного инструмента. Личностные и социальные компетенции. Компетенция L1– саморегуляция. Здесь можно предложить студентам исследовать, как сенсорные стимулы влияют на уровень стресса и концентрацию внимания. Например, почему массаж или тяжелое одеяло помогают расслабиться. Можно обсудить техники саморегуляции через механорецепторы. Как тактильные ощущения помогают детям справляться с тревогой. Либо разобрать методы сенсорной интеграции для детей с особыми образовательными потребностями. Следующая компетенция L3– благополучие. Изучить влияние внешних факторов на механорецепторы и здоровье кожи. Либо можно провести эксперимент, как разные материалы воздействуют на кожу. Студенты оценивают свои ощущения и как это влияет на их состояние. Либо можно обсудить здоровый образ жизни и его влияние на рецепторы кожи. Еще одна компетенция с этой группы L4– эмпатия. Студенты обсуждают, как тактильные ощущения влияют на эмоциональное состояние человека. Почему объятия, например, успокаивают, а резкие прикосновения вызывают тревогу. Либо можно исследовать роль тактильного восприятия в развитии детей. Например, как кожа ребенка помогает чувствовать безопасность через прикосновение своих родителей. Либо можно провести ролевую игру «Мир без осязания». Еще одна компетенция L5– коммуникация. Можно изучить, как тактильное восприятие влияет на невербальную коммуникацию, такие как рукопожатие, объятия в разных культурах студенты могут изучить, либо разобрать, как объяснить детям понятие осязания доступным способом. Еще одно задание – обсудить сенсорные нарушения и альтернативные способы коммуникации. Следующая группа компетенций – это компетенции в области устойчивого развития. Здесь я выбрала такую компетенцию, как G3– охрана природы. Обсудить, как загрязнение окружающей среды влияет на здоровье кожи и работу механорецепторов, то есть изучить влияние различных химических веществ. Можно провести эксперимент, где студенты сравнивают ощущения после контакта с водой с разной частоты, либо разобрать экологически безопасные альтернативы для защиты кожи и рецепторов. Еще одна компетенция G4– системное мышление. Проанализировать, как работа механорецепторов связана с другими системами организма, например, с работой мозга. Либо можно провести кейс-анализ, предложить такую ситуацию. У ребенка снижена тактильная чувствительность, каковы причины. То есть студенты должны понимать, что механорецепторы не работают изолированно. Следующая компетенция G5– критическое мышление. Можно провести дискуссию о влиянии повседневных привычек на работу механорецепторов. Это и питание, это и малоподвижный образ жизни. Либо рассмотреть последствия повреждения кожи и их влияние на сенсорные функции, такие как ожоги и порезы.
Еще одна компетенция G7– грамотность в отношении будущего. Обсудить, как развитие технологий влияет на сенсорное восприятие. То есть как, например, длительное использование гаджета влияет на тактильную чувствительность. Либо исследовать перспективы развития медицинских образовательных технологий, связанные с механорецептором, например, бионические протезы. Либо разобрать методы профилактики сенсорных нарушений у детей будущего поколения. Ну и последняя компетенция в этой группе– это G9– исследовательское мышление. Обсудить выбор качественной одежды и обуви для защиты кожи механорецепторов, либо рассмотреть влияние механического воздействия на сенсорное восприятие, например, ношение неудобной обуви, тугих ремней. Еще одна группа компетенций– это предпринимательские. Здесь я выбрала такие 3 компетенции. Это Е1– выявление возможностей. Студенты анализируют современные технологии, которые помогают людям с нарушением тактильного восприятия. Могут быть сенсорные коврики, тактильные книги. Либо придумать новые продукты на основе полученной информации. Еще одна компетенция– это Е2– креативность. Разработать идеи для умных учебных пособий. Либо сконструировать игровые формы. Это может быть настольная игра, где дети на ощупь определяют различные структуры. И еще одна компетенция Е4– оценка идей. Студенты оценивают свои разработки с точки зрения полезности и практического применения, либо могут провести опрос среди студентов. Ну и последняя группа компетенций – это цифровые компетенции. Без цифровых компетенций не обходится ни одно наше занятие. Здесь я выбрала компетенцию D1 – поиск информации цифрового контента. Студенты находят, анализируют научные источники о механорецепторах, используя сеть интернет, либо изучают влияние внешних факторов на тактильное восприятие. D2– оценка цифрового контента. Как же ее применить? Проверить достоверность информации о механорецепторах в интернете, используя различные видеоролики, блоги, социальные сети. Либо разобрать мифы о коже и сенсорном восприятии. Еще 2 компетенции – это D7– сотрудничество в цифровом формате. Студентов можно разделить на группы по созданию цифрового продукта, это может быть Google презентация, либо можно использовать интерактивные платформы Padlet, Jamboard для визуализации создания виртуальной доски. И еще одна компетенция D10– разработка цифрового контента, создание инфографики, создание презентаций, видео, анимации, для того, чтобы сделать образовательные ресурсы, которые студенты могут применять в школе. Таким образом, коллеги, вы сейчас увидели, что данный инструмент действительно позволяет создавать многообразие компетентностно ориентированных заданий. Он делает не просто обучение теоретическим, а прикладным, готовя наших будущих студентов, будущих педагогов к современным вызовам. Спасибо за внимание.